Если вы хотите выучить португальский язык, то это видео для вас. Всем привет! Меня зовут Лаура, я бразильянка, носитель португальского языка, а также преподаю португальский язык как иностранный. И в этом видео я дам вам 5 советов по изучению португальского языка. Все они очень полезны, поэтому досмотрите это видео до конца, чтобы вы ничего не пропустили. Итак, первый совет – это выбирайте между португальским, европейским и бразильским. Да, в принципе, это один и тот же язык. И мы понимаем друг друга, когда говорим по-португальски, но между языками есть большие различия не только в лексике, но особенно в произношении. Европейский вариант на слух более закрытым. Например, они говорят «португеш», как будто не каждую гласную произносят. А в Бразилии мы говорим «португес», «португес». И произносим каждую гласную. Все четко. Так что, если вы будете постоянно менять акцент, который слушаете, то это будет очень запутанно, особенно для начинающих. Так что сосредоточьтесь либо на бразильском португальском, либо на европейском. Второй совет – это осознайте, что вы уже знаете много слов. Наверняка вы думаете, что португальский и русский совершенно не связанные языки. И это правда, но не совсем. Всегда есть слова, которые похожи в обоих языках. Футбол, кафе, метро, такси. Я уверена, что вы узнаете большинство из них, если не все. А еще много слова, которые заканчиваются на «ца» в русском языке, заканчиваются на «сão» в португальском языке. Например, «нация» – «наção», «эмоция» – «эмоção», «позиция» – «posição». Но помните, что это правило действует только для слов латинского происхождения. Третий совет – это говорите сразу на португальском. Да, сразу же, как только начнете его учить. Конечно, желательно, чтобы вы общались с носителем языка. Это особенно важно, потому что когда мы говорим по-португальски, чаще всего мы используем неформальную версию языка, то есть используем неформальную речь. У нас есть, конечно, формальная версия языка, но, если честно, мы используем ее только для написания. А если заниматься только по учебнику, разговорную речь можно не выучить. Вы можете заниматься с репетитором или найти людей онлайн, чтобы практиковаться с вами. Я рекомендую iTalki, HelloTalk или Tandem. Главное, чтобы вы часто говорили по-португальски. Кстати, очень важно сказать, что произношение португальского языка совсем не сложно для русскоговорящих. У нас даже есть некоторые общие звуки, кроме буквы «Р». Например, сочетание букв «Л» и «Ага» в португальском языке звучит как «Ль», например, «туалья». Вы заметили? Этот звук очень похож на сочетание «Л» мягкий знак в русском языке. Этот звук, ну и другие, обычно очень трудные, почти для всех, но не для вас. И это большое преимущество, которым вы можете наслаждаться. Погружение. А вам не обязательно лететь в Бразилию или в Португалию, чтобы сделать это. Например, я говорю по-русски и никогда не была в России. Вы можете создать эффект погружения прямо у себя дома. Самое главное, чтобы вы проводили с языком как можно больше времени. И для этого вы можете слушать подкасты, смотреть фильмы и сериалы на португальском, слушать музыку и учить тексты песен, например, это очень полезно. Кстати, если вам интересно, у меня есть плейлист на Spotify с лучшими бразильскими песнями, которые, я уверена, вам понравятся. Ссылка на плейлист будет в описании. 5. Читайте книги для начинающих на португальском языке. Мне особенно нравятся короткие рассказы, называются Short Stories in Brazilian Portuguese. Эти рассказы написаны специально для начинающих. Вы будете учить новые слова во время чтения и так улучшить словарный запас. Также есть перевод на английский язык. А если вы совсем не говорите по-английски, вы также можете попробовать прочитать простую книгу, несложную, которую вы уже читали на русском языке. И это все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Пока-пока!